Друзья, всем привет! Сегодня как раз тот день, когда необходимо смотреть результат обработки муравьиной кислотой. И я очень спешу показать вам и посмотреть самому. Очень интересно этот результат, то есть увидеть количество клеща. Поэтому пока не стемнело, срочно, быстро осмотрим, каковы же результаты. Я буду не просто сам смотреть, а буду также и вам показывать, сколько клеща удалось сбить муравьиной кислотой за 15 дней. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и так далее. То есть порядка 20-25 клещей, не больше, только в этой части. Посмотрим следующее дно. Семья занимает где-то 9 рамочек. Вот, смотрим следующую, которая гораздо сильнее. 12 рамок, много расплода. Каков же результат? Сколько удалось за это время сбить клеща? Так, ну здесь я его что-то вообще не вижу. Я только что осмотрел все семьи, скажу сразу предысторию. И очень много, ну по паре рамок точно, пчел вышло. То есть на выходе есть пчелы, но есть одиночные клещи. Но здесь, если так по-честному, то, наверное, ну, может быть, до десятка, а может быть и даже и десятка. Ага, вот в этой части немножко больше. Вот здесь вот есть, ну, до 10, не больше. То же самое, очищаю дно. Если честно, то я совсем недоволен результатом пока что в этих двух семьях. Также на экране вы видите еще две семьи, которые я смотрел вчера вечером. Там картина была где-то вот, может быть, 30-40 клещей, а может быть даже и меньше. Точно не подсчитывал, но вот видите, сколько, какое количество. Можно так сказать, что вот первую, вторую семью посмотрели, потом показал вам вечерние, третья, четвертая, пусть будет как контрольные. И смотрим пятую семью. Продолжение предыстории, друзья. Кроме того, что муравьиная кислота была в испарителях все эти дни, была нормальная температура, как полагается, ну, несколько дней там зашкаливала, может быть, за 25 градусов. Ничего не случилось, все матки живы, сеют, открытый расплод также присутствует. То есть нарушений в развитии расплода не отмечено абсолютно. И обязательно сказать, что на этом точке где-то 20 плюс семей, я 12 семей взял как выборку. И в эту выборку добавил муравьиную кислоту. Весь этот ряд, и выборочно там были у меня семьи, в которые я еще где-то, ну, в общем всего было 12 семей. Итак, вот мы пятую смотрим, что же здесь по результатам. В этой семье также есть выход расплода. И по теории, если муравьинка убивает клеща не только на пчелах, но также и в расплоде, с выходом пчел должен был клещ сыпаться. Есть клещи, но по сравнению как бы вот с какой-то массовостью, которую можно наблюдать от других препаратов, ну, я, наверное, скажу, что результата больше нет, чем он вообще есть. То есть первая, вторая, третья, первая, вторая семья совершенно мало, третья, четвертая так-сяк, пятая практически нет. Так, смотрим шестую семью. Также есть пару бабочек восковой моли здесь. Ну что, друзья, шестая контрольная семья. И, откровенно говоря, показать мне вам нечего. Есть одиночные клещи, совсем-совсем небольшое количество. Тоже я наблюдаю так до 10 штук. Но пока я даже 5 не насчитал. Ну, может быть, да, там вот где-то, короче, до 10 штук, не больше. Ну, такой результат, отсутствие результата, конечно же, говорит о том, что клеща в семьях моря не может быть такого, чтобы он за это время не вышел. Что мы можем сказать, почему так плохо сработала кислота, если условия температурного режима были правильные, кислота 65%, а почему же все-таки не отмечена массовая гибель клеща? Дело в том, что пока шла обработка муравьиной кислотой, в телеграм-группе мы с нашими подписчиками, друзьями обсуждали эту тему и пришли к такому выводу, что в Германии муравьиной кислотой обрабатывают через специальные испарители, которые вы видите на экране. Площадь испарения гораздо больше,
чем вот из тех испарителей, которые я показывал в видео. И что еще могу сказать по поводу того, что количество кислоты, которую они заливают вот в эту вот емкость, которую вы также наблюдаете, довольно-таки большое. И по наблюдениям, которые ребята делали, количество кислоты, испаряемой в день, приравнивается где-то к 20 миллилитрам. А, конечно же, у меня дозировка была гораздо меньше. Я за все время, наверное, 40-60 миллилитров только использовал по мере испарения кислоты. Скорее всего, нужно гораздо больше лить. Смотрим здесь вкладыш. Здесь клеща поболее, гораздо поболее. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь прям насыпалось сильно много в этой части. Вот здесь вот есть, ну, наверное, так, если по-честному, до 40 штук. Где-то так примерно. Вот я крупным планом беру. То есть в этой семье побольше. Но эта семья довольно мощная. Не намного сильнее предыдущих 2-3, но все же она дала большее количество клеща. Причем в этой семье еще сверху стоял магазин и был вкладыш отвернут. Короче говоря, ну, здесь побольше. Дальше у меня немножко проблематично посчитать будет клеща, потому что донья пластиковые турецкие с широкой решеткой. Поэтому часть клеща могла остаться на той решетке. Но семьи я осматривал, на решетке ничего не увидел, разве что сейчас еще достану решетку пыльцесборника. Ведь на ней тоже может быть какое-то количество клеща. Так, на ней я клеща не наблюдаю. Не буду беспокоить пчел. Смотрим то, что нападало сюда. Здесь вот вижу клещ живой ползает, видите, перемещается. И клеща тут немало. В этой семье есть результат. Немало, очень немало. Есть даже светлый клещ. Ой, клеща здесь много, друзья. Посмотрите. Стараюсь взять крупным планом, чтобы никого не обманывать. Моя задача – это не реклама какого-то препарата или антиреклама. Просто результат, потому что я показал, что обрабатываю. Интересен результат не только мне, но и моим подписчикам. Поэтому я показываю как есть. Здесь я, не знаю, может быть даже больше 50 штук, потому что, ну, за это время пчелы продолжают все равно нести пыльцу. Есть какая-то особь восковых крышечек, потому что в гнезде подчищают корма, выкармливая расплод. Соответственно, у них идет осыпь этого воскового мусора. Ну и клещ некоторый, который упал раньше, может просто быть в этом мусоре засыпан. Поэтому здесь результат есть. Вот эта семья уже радует. Радует не тем, что она заклещенная, а тем, что большее количество клеща ушло, значит меньшее количество осталось. Поймите меня правильно. Следующий момент. Еще одно турецкое дно из контрольных семей. Клеща меньше, но он есть. Небольшое количество. Наверное, тоже. Да, вот здесь поболее. Ну, штук, наверное, до 50, можем сказать, есть. Итак, друзья, какой вывод я могу сделать по обработке клеща муравьиной кислотой на моей пасеке? Результат меня не устраивает, потому что я знаю свой регион, знаю свой уровень заклещенности примерный. Да, бывают года менее заклещенные, семьи также бывают менее заклещенными, но результат мне не очень нравится. Я говорил вам в обработке муравьиной кислотой о том, что у меня предшествовал моей обработке предшествовал безрасплодный период. Поэтому можно сказать, что, возможно, клеща не так уж и много, поэтому такая картина. Как можно проверить? Учитывая, что клещ находится в расплоде, на данный момент расплода я пересмотрел семьи минимум по 3 рамки везде. Есть запечатанный расплод, есть пчелы, которые повыходили. Но их, как мы видим, муравьинка не бахнула. Не пчел, а клеща на них, если он там есть. Да? Но он теоретически должен быть. Поэтому какой я предлагаю сделать эксперимент сам для себя, а вам покажу результат. Я сейчас эти семьи обработаю амитразом. Использовать буду препарат апиметрин. Он амитраз с тимолом. То есть, ну, как ранее был аналог бипин-Т, такой же самый препарат. Поэтому, обработав семьи именно сейчас, как только я убрал муравьинку, проветрил гнезда, осмотрел, знаю состояние семей, я сейчас пройду
этим апиметрином, и завтра на утро уже покажу вам результат по заклещенности семей. То есть не смывами и какими-то анализами заклещенности в сахарной пудре, а непосредственно количеством осыпи клеща. Что возьмет, что не возьмет, потому что также есть очень такие ярые сторонники того, что обрабатывать амитразом ни в коем случае нельзя по закрытому расплоду. Ну и рассказывают, что эффективность будет нулевая. Поэтому сделаю так, покажу вам в следующем видео. Всем спасибо за внимание и, пожалуйста, напишите в комментариях, обрабатывали ли вы муравьинкой в этом году, какая средняя заклещенность клеща на семью, каковы результаты. Это позволит не просто комментарии ради комментариев, это позволит тем, кто в теме, кто интересуется, увидеть статистику не только состояния дел у меня, а также и у вас. Всем большое спасибо за внимание, хорошей зимовки.